Дональд Трамп возлагает большие надежды на новый раунд переговоров по Украине, который назначен уже на эти выходные во Флориде. И в Вашингтоне эти контакты рассматривают как потенциально важный шаг к прекращению боевых действий. По сообщениям американских медиа, встречи должны пройти в Майами, а украинская делегация уже находится в США для консультаций с американской стороной. Формат переговоров остается раздельным. Сначала разговор США и Украины, затем отдельные контакты между США и Россией. Трехстороннего формата не планируют, а Вашингтон берет на себя роль посредника, сводя позиции сторон через двусторонние встречи. Украину представляет делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. На повестке вопросы безопасности, дальнейшей поддержки и возможные рамки будущих договоренностей. В Киеве подчеркивают, что сейчас речь идет о проработке параметров, которые могут стать основой для следующих этапов дипломатии. Со стороны США переговоры ведут спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уитков и его советник Джаред Кушнер, которые в последние недели активно задействованы в украинском треке. Именно они должны сшивать результаты консультаций с Киевом и последующих контактов с Москвой в единую конфигурацию возможных решений. Россию, по данным источников, представляет спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, которого называют близким к Владимиру Путину. Господин президент, в выходные во Флориде пройдет встреча по Украине. Чего вы ожидаете от нее? Они приближаются к какому-то решению, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я очень надеюсь, что Украина поторопится, потому что Россия уже там. И каждый раз, когда затягивают слишком долго, Россия меняет свою позицию. В прошлом месяце погибло 27 тысяч солдат. Только вдумайтесь в это. Что вы об этом думаете? 27 тысяч — это как половина футбольного стадиона, уничтоженного за один месяц. Так и есть. Речь идет о цифрах от 20 до 30 тысяч. В основном это солдаты. Есть и погибшие мирные жители из Киева и других мест. Но в первую очередь гибнут именно военные. Они теряют свои жизни. Никто никогда не видел ничего подобного. Это худшее со времен Второй мировой войны. И вы знаете, я говорил о целом ряде войн. 8 конфликтов. Некоторые длятся уже 35 лет. Один более 37 лет. Другой 32 года. 8 войн. И я думал, что этот конфликт будет проще. Но из-за ожесточения, из-за ненависти все оказалось сложнее, чем мы ожидали. Тем не менее, есть шанс, что мы сможем это завершить. Возможно, уже скоро. Просто помните, от 25 до 30 тысяч человек погибают. В основном молодые люди, солдаты. Тревожный сигнал прозвучал из Минска. Александр Лукашенко заявил о размещении в Беларуси российской ракетной системы «Орешник». По его словам, комплекс уже поставлен на боевое дежурство и рассматривается как элемент мер так называемого стратегического сдерживания в рамках военного сотрудничества с Россией. Лукашенко также подтвердил, что на территории страны находится тактическое ядерное оружие. Стратегическую защиту обеспечивает и наше военное сотрудничество, прежде всего с Российской Федерацией. Поэтому Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописаны вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первым идет Беларусь, нам надо реагировать, дальше нас поддерживает Российская Федерация. Вот это и есть региональная группировка войск и тактическое ядерное оружие, которое мы вернули в Беларусь. Кроме того, первые позиции оборудованы ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. Украина в следующем году может столкнуться с дефицитом внешней помощи в размере от 45 до 50 миллиардов евро. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, если Киев не получит первый транш кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, уже к весне 2026 года стране придется заметно сократить производство беспилотников. Зеленский отметил, что в таком случае Украина будет иметь существенно меньше дронов, чем Россия. Последний тезис. Понимает ли Европа? Сегодня важный катализатор. Сегодняшнее решение покажет, понимают ли наши партнеры это или нет. Посмотрим.
Потому что это действительно угроза. В чем заключается угроза? В том, что дефицит однозначно составит 45-50 миллиардов. Именно так. Дефицит может быть и больше. Мы точно не знаем, как будут развиваться события в следующем году. Мы делаем все возможное, чтобы завершить войну в ближайшее время. Если этот транш не поступит, производство беспилотников в Украине значительно сократится. Для сравнения, если сегодня по количеству дешевых дронов, которые мы используем на поле боя, у нас есть примерно сопоставимое, конкурентное количество с Россией, то без этой помощи оно будет значительно ниже. Членство в Европейском Союзе, мы хотим, чтобы этот инструмент поддерживал нас. С таким инструментом мы чувствуем себя гораздо увереннее за столом переговоров, чем без него. И вопрос о том, как продержаться еще 1 год. Если у тебя нет денег, сразу получает ответ. И тогда такие вопросы больше не возникают. Мы находимся в состоянии войны. И Соединенные Штаты, как вы знаете, это те, кто принимает решения и действительно может остановить Путина. Я на это рассчитываю. Я действительно рассчитываю на давление со стороны США. Сейчас Соединенные Штаты больше выступают в роли посредника. Это правда, они посредничают между нами. Но я очень хотел бы, чтобы они сделали больше шагов по давлению на Россию, потому что, как я считаю, Путин не хочет останавливать эту войну. Но он может это сделать, если Соединенные Штаты усилят давление. В нашем диалоге с американской стороной есть прогресс. Почему? Потому что у нас было несколько форматов и несколько документов в рамках диалога с Соединенными Штатами. И я считаю, что в нашем диалоге есть прогресс. Что касается более деликатных вопросов, которые мы обсуждали с Соединенными Штатами, да, Донбасс остается вопросом, по которому решения пока нет. У нас разные взгляды. И вопрос атомной электростанции, которая оккупирована Россией и сейчас не работает. Марк Рютте предупредил, если после возможного мирного соглашения Россия снова нападет на Украину, ответ будет разрушительным. На пресс-конференции в Польше он подчеркнул, что Москва должна ясно понимать цену попытки реванша. Рютте признал, что вступление Украины в НАТО пока невозможно. Ряд стран Альянса, включая Венгрию, США и Словакию, не готовы поддержать такое решение. Поэтому сейчас прорабатывают альтернативные гарантии безопасности, чтобы не повторился сценарий после Минских соглашений. Схема, по его словам, предполагает 3 уровня. ВСУ как первая линия обороны, европейская поддержка в рамках коалиции желающих во главе с Великобританией и Францией, как вторая, и участие США как 3-й элемент. В НАТО отмечают, без надежных гарантий любой мир с Россией может оказаться лишь паузой перед новой войной. Путин должен понимать, что после мирного соглашения, если он попытается снова атаковать Украину, реакция будет разрушительной. Именно так мы и проектируем эти гарантии безопасности. На данный момент ряд союзников заявляют, что не дадут согласия, и потому будут блокировать консенсус по вступлению Украины в НАТО. Такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько. Это практическая реальность. Поэтому возникает вопрос. Если по Украине будет заключено мирное соглашение, долгосрочное прекращение огня или полноценный мир, как предотвратить повторное нападение России? Как избежать повторения ситуации после Минска-2 в 2014-2015 годах? Именно здесь на первый план выходят гарантии безопасности. Гарантии безопасности, как они сейчас разрабатываются, состоят из 3 уровней. Первый уровень — это вооруженные силы Украины. Они будут первой линией обороны, как в Польше и на всей территории НАТО. Только в данном случае за пределами НАТО, в Украине. Второй уровень — это то, что так называемая коалиция желающих под руководством Великобритании и Франции разрабатывает в последние месяцы. Как Европа вместе с Канадой может помочь обеспечить устойчивость мира. И третий элемент — Соединенные Штаты. Президент США в августе заявил, что хочет участия Америки в этих гарантиях безопасности. Сейчас идут обсуждения, что именно это будет означать и как будет выглядеть весь пакет коллективных гарантий. Это крайне важный вопрос, потому что после мирного соглашения, если членство в НАТО невозможно, а сейчас оно невозможно по практическим причинам, нужно понять, как предотвратить новую атаку со стороны России. Москва пообещала жестко отреагировать, если США вдруг вернутся к ядерным испытаниям, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. По его словам, Россия примет соответствующие контрмеры, при этом формально оставаясь в рамках договора о запрете подобных тестов. Кроме того, он сообщил, что в этом году в России сформировали бригаду, оснащенную новым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», который в Кремле называют элементом стратегического сдерживания. Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний.
Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры. Саммит Евросоюза в Брюсселе для премьер-министра Словакии Роберта Фицо стартовал с неприятного инцидента. По прибытии выяснилось, что в аэропорту обслуживающая техника с трапом повредила правительственный самолет настолько серьезно, что его признали непригодным к полетам и оставили в Брюсселе. Об этом Фицо рассказал уже на месте, отметив, что начало поездки вышло неудачным. Случай произошел на фоне напряженной повестки саммита лидеров ЕС с обсуждением расширения Союза и дальнейшей поддержки Украины. Протесты против торгового соглашения ЕС-Меркосур в Брюсселе переросли в столкновения с полицией. В четверг фермерская акция, приуроченная к саммиту лидеров Евросоюза, вышла из-под контроля. Демонстранты бросали камни и картофель, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Один из протестующих с окровавленными головой и руками был задержан на месте. По данным полиции Брюсселя, власти разрешили не более 50 тракторов. Однако к середине дня прибыли около 1000 машин, в основном с бельгийскими номерами. Число протестующих оценили примерно в 7000 человек. Фермеры блокировали улицы и подходы к европейским институтам, пытаясь давить на лидеров ЕС. Причина протестов – страх перед последствиями соглашения с Меркосур, которое обсуждается уже почти 25 лет и может стать крупнейшей торговой сделкой ЕС по объему снижения тарифов. Критики опасаются наплыва дешевой южноамериканской сельхозпродукции, что подорвет позиции европейских производителей, особенно мелких и средних хозяйств. Президент Бразилии Лула да Силва заявил о позиции Италии. Рим в целом не отвергает соглашение, но премьер Джорджа Мелони просит время, чтобы снять напряжение внутри страны и заручиться поддержкой фермеров. Новостью для меня стала позиция Италии. Сегодня я позвонил премьер-министру Мелони и поговорил с ней, сказав, что 20 декабря – это не дата, предложенная нами. 20 декабря – это дата, предложенная Урсулой фон дер Ляйен и Антонио Коштой, которые говорили, что 19-го они проголосуют в Брюсселе, а затем прилетят сюда, чтобы мы могли подписать соглашение. Я много раз говорил с французской оппозицией. Я даже говорил с Брижит, женой Макрона, и просил ее открыть сердце Макрона для достижения соглашения с Бразилией. Франция мало что теряет от бразильского сельского хозяйства. Они производят одно, мы другое, и если у нас есть возможность производить говядину и свинину лучше, чем у них, значит, так тому и быть. У французов есть право выбирать то, что лучше для них. Белый дом объявил о переименовании Вашингтонского центра Кеннеди. Теперь он будет называться «Центр Трампа Кеннеди». Решение в администрации объясняют желанием подчеркнуть вклад Дональда Трампа в поддержку американской культуры и искусства. Инициатива уже вызвала широкий резонанс. Критики считают ее политизацией одного из ключевых культурных символов США, а сторонники — попыткой обновить его статус и роль. Ваша пресс-секретарь написала, что члены Совета Центра Кеннеди единогласно проголосовали за его переименование. Какова ваша реакция? Для меня это большая честь. Совет очень уважаемый. В него входят одни из самых выдающихся людей страны. Я был удивлен и польщен. Мы, по сути, спасли это здание. Оно было в очень плохом состоянии. Физически, финансово и во всех остальных отношениях. Сейчас оно очень крепкое и устойчивое. Кажется, 23 декабря у нас будет телевизионное мероприятие. Думаю, рейтинги будут очень высокими. Центр Кеннеди действительно вернулся к жизни. Он был в крайне плохом состоянии. Очень плохом. Нам также удалось добиться финансирования от Конгресса и привлечь значительные средства от других источников. К нам пришло много доноров, причем с рекордными суммами. Так что мы спасли Центр Кеннеди. И эту идею выдвинул один из очень уважаемых членов Совета. Затем было голосование, а членов Совета там много. И решение приняли единогласно. Для меня это большая честь. Спасибо. Александр Лукашенко дал короткую и емкую характеристику председателю КНР Си Цзиньпину. Белорусскому лидеру хватило одного слова, и оно цензурное. Перейдем к Китаю. Я знаю, что вы знаете лидера Си очень хорошо. Но я же вам сказал, что у меня есть родственник, старший брат Владимир Путин, и мой друг Си Цзиньпин, с которым мы с давних пор друзья. Какой он человек? Он китаец.